Привет-привет, с вами Алена, и вот такой красавчик у нас в гостях. Это реальный случай из практики моего салона за работой экстра-мастер Елена. Пришла девушка с красивыми ножками, с красивыми ногтями, ну вот за исключением одного пальчика. Конечно же, мы сразу начали у нее спрашивать, что же такое с ней приключилось. А выяснилось, что ровно 2 месяца назад, до того, как она пришла к нам, получается, она уронила на палец тарелку, представляете, прямо ребром. То есть можно себе представить, насколько эта тарелка хорошо ей по пальцу шандарахнула. И вообще удивительно, что ноготь прям сразу там где-нибудь не отвалился. И, честно говоря, она призналась, что она ждала, что ноготь сам отвалится и потом вырастет новый. Но по какой-то причине ей неизвестный ноготь отваливаться не стал. Единственное, что с ним произошло, он стал вот такой некрасивый, деформированный, ну и там что-то желтое и зеленое. И сейчас все защитники медиков будут кричать, ее нужно было в больницу, ее нужно было на анализ. Да, конечно, нужно было, и может и в больницу, и может на анализ, но как вы думаете, если девочка 2 месяца, молодая девчонка, там ей лет 18 на вид, 2 месяца боялась вообще прийти к мастеру и спросить, а что же с ней такое происходит? Как вы думаете, она вообще готова идти там к хирургу или еще к кому-то? То есть люди вообще слово «грибок» боятся как огня. И когда им говоришь «хирург», так они почти в обморок падают. Ну и кроме того, я не считаю, что для того, чтобы постричь ногти, нужно высшее медицинское образование. А ведь фактически зачистка анихолизиса – это и есть просто стрижка ногтей, потому что мы убираем только ту часть, которая отошла от ногтя. И, в общем-то, ничего противозаконного мы там такого особо не делаем. Но в нашей ситуации здесь есть такая проблемная зона вот возле кутикулы, и вот как раз мы сейчас ее и показываем. В общем, стали все это дело зачищать, убирать, и выяснилось, что где-то там, внутри у нее гной. Представляете, вот такой красивый, зелененький, вкусненький гной. Вкусненько это, наверное, только мне. Ну, как сказать, не то чтобы мне аппетит от этого, но, честно говоря, мне такой контент очень нравится. И, во-первых, я считаю его интересным, а во-вторых, это возможность показать вам, с чем же можно столкнуться. Ввиду того, что салон у нас очень большой, работает много мастеров, конечно же, очень часто к нам приходят очень разные случаи. О, кстати, хотела вам показать вот эту крошку. Этот маленький чудо-шарик твердосплавный вообще творит чудеса. У него красно-черная насечка. Я не знаю, почему у Биотеч все насечки комбинированные, но, видимо, у них там свои какие-то обозначения. Но он богически круто нам распилил ноготь ровно в том месте, где было нужно, и позволил качественно убрать весь гной и сделать глубокую, хорошую зачистку. Так, теперь по поводу всех, кто писал мне в комментарии, да у тебя инструменты там, они не обрабатываются. Ну, во-первых, откуда вы знаете, как у меня обрабатываются инструменты? Во-вторых, как вы думаете, вот если у меня салон, вот я думаете, что я себе враг, может быть, я людям враг? Конечно, нет. У меня инструменты проходят все необходимые этапы обработки, все как положено по Санпину. И, между прочим, я одна из немногих салонов, в которых есть автоклав. То есть мы уже давно не сухожарим инструменты, а обрабатываем их в автоклаве. О, смотрите, какой еще вылез. Ну, там на самом деле много было, то есть мы все его доставали и доставали. Ну, так вот, автоклав – это такое устройство, которое под давлением, паром обрабатывает весь металлический инструмент. Это такая штучка, которая стоит у стоматологов и у гинекологов. То есть это высшая степень обработки. Кстати говоря, есть информация, опять-таки, от вот этих медицинских магазинов, в которых все стоматологи затариваются, ну и мы там по совместительству. Вот, от них есть информация, что скоро вообще вся деятельность будет сертифицирована, и если у тебя нету автоклава, который на минуточку 150 тысяч стоит, а сейчас, наверное, уже и дороже, потому что курс доллара подскочил. Короче, если у тебя нет автоклава, то ты типа не имеешь права работать. И когда я впервые это услышала, это было летом, и я такая призадумалась и думаю, а куплю-ка я себе заранее на всякий случай, потому что вдруг чего, а я уже готова. Ну, короче, если война, то у меня все есть. Ну, а тем временем Лена у нас уже все подзачистила, очень мягко, аккуратно заканчивает снимать то, что осталось. Кстати говоря, насчет кусачек, ребят, вот нельзя пренебрегать заточкой. Я не знаю, вот у меня кто-то в салоне не досмотрел, и эти несчастные кусачки не доточили. И, честно говоря, я капец как недовольна тем, как они срезают. Вот, и вообще я отказываюсь от этого инструмента, мне не нравится здесь сталь. Ну ладно.
Сейчас не об этом. В общем, все заканчиваем. И то, что остается нам сделать, это обязательно назначить домашний уход, взять клиента на контроль. Это означает, что мы будем с ней состоять в переписке в некоторые. Она будет присылать фоточки своего пальца, рассказывать, как у нее дела. Мы будем, конечно же, следить, чтобы все было хорошо. И по необходимости сразу пригласим ее на дополнительные зачистки. Были назначены гипертонические ванночки и противовоспалительные. Также мы сделали ей дышащую повязочку и отправили домой с Богом, и все будет у нее хорошо. Также, по словам клиентки, сразу же пальчик перестал болеть, потому что когда гной выпускаешь, все тут же проходит. Но пока картина не из лучших. И, кстати говоря, пока наносим повязочку, хотела сказать, обратите внимание на 4 остальных пальчика. Вот такую длину на ногах носить нельзя. Это очень-очень плохая тенденция, ребят. Всегда выбираем длину так, что при прощупывании большим пальцем, чтобы она не чувствовалась. Это та самая золотая длина, особенно когда сезон закрыт обуви. Ну и напоследок, кажется, у нас появилась новая традиция. Мы делаем из грустного пальчика веселый. Я нарисовала мордочку, а Лена решила добавить носик и ушки. У нас получился котенок. Ну а всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. С вами была Алена. Ну и, судя по всему, жду комментариев. Видимо, будет жарко.